В Майнкрафте очень много мобов. Некоторые из них очень редкие. Именно поэтому сегодня я собираюсь собрать самых крутых и нелегальных мобов во всей игре. И первым на очереди у нас будет зомби-гигант. Какой же он огромный! И чтобы его получить, мы отправляемся в снапшот бесконечных измерений. И нам нужно немножко подготовиться. Портал готов, и осталось только зайти в измерение Z. И черт, это так необычно. Для гиганта нам нужно, соответственно, построить гигантский портал. И теперь нам нужно просто его затолкать туда. Это сработало, и теперь гигант находится наверху. С помощью специальной программы мы переносим этого парнишу в наш основной мир. И теперь мне нужно построить клетку для него и доставить его домой. Окей, он перенесся, и это уже радует. Теперь мне нужно просто проложить рельсы до своего дома и забрать его. Ха-ха, это так странно. Осталось только скинуть его в нашу яму, и первый моб пойман. Теперь по ходу видео мобы будут становиться все безумнее и безумнее. И мы даже поймаем некоторых мобов, о которых вы даже не могли подумать. Следующий моб, которого я собираюсь ловить, это перевернутый житель на курице. Для этого мне нужно найти маленького зомби-жителя, который оседлал курицу. А вот уже он может заспавниться с шансом 0,25%. И для поимки этого зомби мне пришлось переделать мою ферму мобов. Теперь обычные мобы будут сгорать, в то время как мобы на курицах будут попадать в специальный отсек. И теперь оставалось просто ждать. Сейчас нам придется устроить небольшой геноцид и оставить только того зомби, который мне нужен. Что ж, кидаем зелье слабости, даем ему яблочко и теперь просто ждем, пока он превратится в нормального человека. Бэмс, бэмс, бэмс. И теперь нам нужно быстренько построить клетку для него. Эх, я надеюсь, тебе здесь нравится. Следующий моб или несколько мобов это 3 лавомерки, одна на одной. Но найти их на новой версии невозможно. Поэтому мы отправляемся на версию 20v17a. Заходим в Nether, и теперь нам нужно просто найти ее. Я думал, я уже никогда их не найду. Так, ребята, стойте, я должен вас поймать. Осталось перенести вас на новую версию. Я опять забыл то, что мне нужна клетка. И теперь лавомерка поймана. И сейчас я хочу поймать иллюзора, и шанс его спавна 0%. Поискав в интернете, я узнал, что его можно найти на версии с бесконечными измерениями. Проблема лишь в том, что я не знал, в каком он измерении, а их там больше 2 миллиардов. Нет, 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 нет. Ох, наконец-то я нашел тебя. И сейчас мне нужно отправить его в портал. Ой, кажется, я забыл построить ему клетку. Так-то лучше. На очереди у нас целых 2 моба, а именно утопленник и свинозомби на курицах. Начнем с утопленника, и он находится на версии 18v16a. Хорошо, я нашел спавнер. Теперь, поместив воду сюда, зомби утонет. И есть небольшой шанс, то, что он будет на курице. Остается лишь ждать. Окей, а пока мы получим пиглина. Для этого я зайду на снапшот 20w11a. И нам нужна небольшая ферма, что-то типа этого. Далее я просто стану в АФК, и мне нужно подождать. Мне нужно, чтобы куча пиглинов прошла через адский портал. Попадя в обычный мир, они зомбифицируются через 40 секунд. И есть небольшой шанс, что он превратится в наездника. Я думаю, вы понимаете, что я хочу сделать. И теперь эти ребята тоже пойманы. А сейчас я собираюсь поймать Зимогора и Визер-скелета на лошадях-скелетах. За что мне это все? И я был бы не я, если бы заранее не подготовился. У меня за домом сидит в ловушке вот этот вот парень. Это означает, что нам осталось только собрать снег и превратить его в Зимогора. Если говорить прямо, нам нужно утопить скелета в снегу. А на выходе мы получаем вполне рабочего Зимогора. Для того, чтобы получить Визер-скелета на лошади, я отправляюсь на версию 1.9. Нам нужно построить огромный
огромную платформу. Сюда ударит молния и призовет лошадь скелета. Она поплывет в портал, и там уже визер-скелет ее оседлает. Ну а мне остается просто ждать. Проверим, что у нас получилось, и да, она здесь. Теперь можно возвращаться, и нужно построить клетку для них. Теперь я хочу найти синего аксолотля, который, к слову, у меня уже есть. Но поскольку оставлять музей без главного экспоната нельзя, я получу его еще раз. Мне остается просто кормить аксолотля рыбой и надеяться, что повезет и мне выпадет синий аксолотль. А вот и наш красавчик. Если вам вдруг нечем заняться, можете 4 часа размножать аксолотлей. Ох, но вы только посмотрите на этот шедевр аквариум. Ему там явно нравится. Далее мы словим буквально человека, ну, если это так можно назвать. Для этого мы зайдем на первоапрельский снапшот, и нам нужно попасть в энд. Но у меня всего лишь 2 руки. И у меня нет инвентаря. Однако я могу взять моба и кинуть его. Или же использовать его способности. Для начала нам нужно восстановить портал в ад. Далее, с помощью курицы, нам нужно найти крепость. Тут из сундуков выпадает рамка портала. Именно она мне и нужна. Возвращаемся в обычный мир, и теперь, если подбросить эту рамку, то направление ее глаза будет указывать, где находится ближайшая крепость. Находим крепость и понимаем, то, что нам нужно еще целых 9 рамок. Нельзя спрашивать у женщин про их возраст, у мужчин про их зарплату, а у Киро сколько времени он потратил, чтобы добыть эти все рамки. К слову, дракона тут убивать не нужно, нужно просто его оседлать. Как вы можете заметить, у эндермена в руках творится какая-то каша из блоков. И есть какой-то шанс, то что у них в руках заспавнится голова игрока. К слову, я уже ее нашел, и... Стоп, это пульсирующий скалк? Он... Как это работает? Я перенес голову, не забыв построить клетку для нее с помощью магии. Мне кажется, я тут лишний. Следующий моб — это кролик-убийца, и для него я переместился на версию 14W27A. Именно на этой версии его можно спокойно найти. Так, я уже вижу нашего маленького кролика, теперь нужно как-то переместить его на новую версию. Не, ну реально, посмотрите, он пытается меня убить, но, кажется, он застрял в блоках. И да, я опять забыл сделать клетку. Ну а дальше у нас будет 2 нелегальные лошади, и первая из которых будет зомби-лошадь. Я вернулся на снапшот бесконечных измерений, после чего мне нужно было найти измерение, в котором спавнится зомби-лошадь. И я таки нашел его, но нам нужно зачистить территорию. Освещаем местность, и останется просто подождать, пока она заспавнится. Осталось поймать особую нелегальную лошадь. Ее скорость составляет 126 блоков в секунду. Она прыгает на 34 блока вверх и имеет целых 200 сердец здоровья. Для ее получения мы отправляемся на специальную версию 3D Share Update. Это первоапрельская версия, и она выглядит очень странно. Эта версия имеет свои странности. Например, если написать слово Маридака, то мы получим полностью зачарованный сет брони. А если прописать это в чат, то мы получаем сверхбыстрого коня, о котором я говорил ранее. Переносим нашего коня на новую версию и забираем в музей. Это особенный конь, поэтому и клетка для него должна быть особенной. Я назвал его Мехтех в честь одноименного коня из моих предыдущих видео. Мы опять возвращаемся на первоапрельский снапшот, и теперь мне нужна курица. С помощью нее я смогу долететь до ближайшей деревни. Далее мы крафтим бочку, целых 9 штук, и бросаем ее в жителя. Боже, что это? Но пока мы не будем спешить уходить из этой версии и возьмем с собой панду, корову, овцу, свинью, курицу. И вы только посмотрите, какая башня у нас получилась. И не поверите, все это я перенесу на новую версию. Ну что ж, а теперь мы соберем всех боссов в Майнкрафте.
Для поимки визора я буду использовать некоторые запрещенные блоки. С помощью барьеров я построил небольшую клетку для него, и остается просто его заспавнить тут. С Варденом вроде бы как полегче, но все равно очень сложно. Его поимку можно сравнить с каким-то избиением, потому что мне нужно просто с помощью тотемов довести его домой. И чтобы он меня постоянно не убивал дома, я построил сложнейший механизм. Ах да, а что же насчет дракона? С драконом оказалось все намного проще. В первоапрельском снапшоте я просто на него сел, долетел до пустоты и переместился в верхний мир. Ну а потом засунул его в клетку из барьеров. И теперь я могу заявить то, что наш музей самых редких и нелегальных мобов полностью собран. С годами мы взрослеем. И те игры, которые были смыслом жизни для нас, не приносят былой радости.